Привет! Меня зовут Николай Грунин, а вы на канале «Признаки жизни». Здесь мы беседуем с русскоязычными музыкантами о том, как они чувствуют себя в 2024 году. Наши герои — это деятели искусства, которые заново обретают себя за пределами России. Например, здесь, в Белграде, где я живу последние 1,5 года. Наш сегодняшний гость — отличный пример того, как не потерять себя и обрести себя заново, меняя города, страны и даже паспорта. Прежде чем мы продолжим, я попрошу вас нажать на кнопку «Подписаться» и на колокольчик рядом с ней. Впереди у нас еще очень много интересных бесед, и будет жаль, если вы их пропустите. Кстати, если вы хотите поддержать нашу деятельность, в описании видео будет ссылка на Patreon. С нашим сегодняшним гостем, Женей Горбуновым, мы встречаемся в квартале на Цетинской. Это бывшая территория пивоваренного завода БИП, которая тоже обрела вторую ночную жизнь. В этом хабе белградской барной культуры питейные заведения громоздятся одно над другим, а концертные площадки каждый вечер полны народа. На одной из таких площадок, в загадочном дыме, Женя сегодня отыграет концертный сет. За последние 2 года ты где только не жил. Сербия, Израиль, Германия и Берлин и другие города. Расскажи немного о своих перемещениях за это время и почему ты так нигде и не задержался. Я везде немножко задержался. Тут уже надо понимать, что такое задержался вообще, потому что у меня вообще пропало какое-то ощущение времени, которое было раньше. Все стало очень сильно сегментированным. А почему? Вот так вот жизнь сложилась. То надо туда ехать, то сюда ехать. В Израиле война началась. Так бы я там сейчас висел. А пришлось свалить. Спокойно. Вторая война. Так себе. В Берлине просто как-то странно. Слишком большой. Хочется как-то довсюду доходить пешком. Белград идеальный для этого город. А можно ли сказать, что ты на какое-то время сейчас считаешь Белград своей базой? Да. На год минимум. Там посмотрим. Но я вообще понял, пока жил в Израиле, что я очень южный человек. Мне очень хочется к какому-то морю. А к какому надо понять за это время вообще. И стоит ли? Непонятно пока. Никаких планов. Очень хорошо. Раки, я чувствую, будет лейтмотивом нашего телеграм-канала, инстаграм-канала, ютуб-канала. Правильно. А ты какую любишь ракию? Я люблю сливу, потому что это база. Спорить сложно. Мне кажется, да. И дуню еще. Это самая база. Самая база все-таки шлива, потому что я слышал, что дуня сложнее в производстве, нужно уничтожить очень много айвы. А сливы здесь просто очень много растет, и поэтому она есть везде и всегда. Это правда. Поэтому дуня часто какая-то почти не натуральная. На этом месте я должен сказать, что мы переместились в магазин Юго Винил, магазин с самым большим выбором, который я когда-либо видел. И спасибо ему, что он нас приютил. Продолжаем разговор. Что тебе нравится в Сербии, в Белграде? Мне нравится расслабленность. Ты не чувствуешь себя человеком, который везде опоздал. Как, например, в Москве. В Москве ты не можешь расслабиться. Ты можешь там напрячься очень качественно. Но это напряжение, оно дает свои плоды. Но я что-то устал от такого. Мне больше нравится какое-то размеренное течение жизни, в котором ты сам чувствуешь свой собственный темп. Потому что я-то знаю, что я не буду прокрастинировать и заниматься какой-то фигней, залипать и все такое. Просто потому, что у меня у самого шило в жопе. А так, в спокойной какой-то среде гораздо приятнее крутиться. Возвращаясь к вопросу про Берлин.
Ты говорил за кадром, что тебе в Берлине не понравилось. При этом как бы Берлин — это некий такой фетиш, давно существующий. Многие хотят именно туда переехать. Что тебе там конкретно не понравилось? Ну, как? Нет, вообще город замечательный, просто не для меня. Потому что, во-первых, он именно в плане какой-то сцены и тусовки довольно разрозненный, и он очень большой, размазанный, куча районов, и при этом есть ощущение, что все музыканты, которые мне интересны, на них ходят одни и те же, типа 100 человек. Плюс очень много перекормленных людей, которые живут там всю жизнь, и к ним постоянно приезжают вообще все. И как бы концертной деятельностью там особо не заработаешь, не позанимаешься сильно так активно. Хотя, казалось бы, какое-то есть в этом ощущение бессмыслицы. Вот. Как будто ты что-то сделал, и оно в пространстве просто растворилось. А, например, если ты в Белграде что-то делаешь, это все в какую-то общую копилочку складывается и что-то создает, какой-то общий контекст. Вот. Ты еще говорил, что тебе понравилось в Гамбурге. Гамбург супер, да. Но он сильно отличается от Берлина, хотя бы потому, что там Эльба, там огромный порт, там много вот этих морских приколов, можно перемещаться на водном транспорте. Ну и плюс это колыбель панка немецкого, и там совсем какой-то другой подход вообще ко всему. Поэтому мне нравится Гамбург. Ну, смог бы я там жить, я не уверен вообще. Не знаю. Возможно, Германия просто не для меня. Расскажи, мне говорили, но это передавали с твоих слов, и я хочу, чтобы ты это подтвердил или опроверг, правда это или нет, что когда ты турил в 2022 году по Европе, и у тебя была приставка типа «Интурист», страна происхождения Россия, тебе говорили, что так лучше не писать. А в 2023 тебе говорили, что лучше не писать Израиль. Вот, было такое? Да, конечно. Но, что хочу сказать, на самом деле, чаще всего люди понимают, что как бы ты приехал играть, ты, скорее всего, нормальный тип, не какой-то там про-путинский или там про-нетаньяхинский. Конечно же, ты не поддерживаешь насилие и все такое, никто даже спрашивать не будет. Просто, указал страну, откуда ты родом, почему нет. Ну, а вот итальянцы, например, и французы, они вообще даже скорее с удовольствием укажут Россию, потому что вот так вот, блин, нам ваша, эта политическая повестка не указ. Мы вообще сами тут разбираемся, кто нормальный, а кто нет. Вот, мне это нравится, такой подход. Потому что обобщение ведет тоже к какому-то фашизму, любое. В том и прикол фашизма, мне кажется, обобщать. Вот. А так, что писать? Ну, я пишу все-таки Россия, потому что я понял, что у меня больше русских инсайтов в музыке. И там с текстом она или без текста, она все равно несет в себе эту энергию. Поэтому да. В 2021 году вышла книга «Как достичь успеха в музыкальном бизнесе», в которой ты писал русские комментарии и писал о том, как работает русский шоу-бизнес или русская, не знаю, русская индустрия. Да, русская музыкальная индустрия на тот момент. Ты продолжаешь за ней следить сейчас, за русской музыкальной индустрией? Волей-неволей все равно следишь. Потому что много кто в Москве остался. Ну как, не прям много, но какое-то достаточное количество, чтобы понимать, что там происходит. Но могу сказать, что чем дальше, тем меньше я вообще наблюдаю за индустрией в целом, потому что я как будто к ней не то чтобы прям серьезно отношусь. Я сейчас действую по какой-то, я не знаю, анархокапиталистической схеме. Приехал куда-нибудь, донейшн собрал или там, не знаю, сделал какую-нибудь цену на билеты, что-то как-то окупил
Вот. Я, в принципе, выпал из рынка как музыкант, вот, ну, как именно артист, потому что пока что сложно зарабатывать именно музыкой, именно творчеством. Только коммерция спасает. А так я просто расслабился и просто получаю кайф от того, что общаюсь с людьми, вижу мир, пробую разные способы сделать концерт еще более безумным. Вот. И вполне себя прекрасно чувствую. А индустрия, она как-то отдельно существует. Вот. Я думаю, что когда-нибудь я стану тоже игроком рынка опять, но я не тороплюсь пока что. У меня есть уверенность в том, что мой потенциал раскроется в 60. А для того, чтобы он раскрылся, надо ездить по всему миру, знакомиться с людьми, прощупывать почву и все такое. Ну и вообще мне очень нравится путешествовать и играть в разных местах. И чаще всего это какие-то супер атмосферные, очень похожие друг на друга на самом деле клубы, которые держат какие-то энтузиасты. Они там не то чтобы очень много зарабатывают, но при этом вокруг этих мест комьюнити собирается очень хорошее. Вот, я так играл в Турции, в новом одном месте, которое в каком-то подвале дома. Вот, потом в Италии, в клубе Спетро, в маленьком городке Бреша под Миланом. Там полчаса на электричке. Это вообще, наверное, сейчас мое любимое место. Потому что там прям команда очень классных музыкантов. Вот. Можно ли сказать, что сейчас, когда ты путешествуешь по миру и играешь в разных составах, ты какую-то новую практику для себя обрел? Вот объединяться с какими-то музыкантами, с которыми бы ты, например, в России не объединялся, играть в каких-то местах, в которых ты бы, может быть, никогда не поехал. То есть можно ли сказать, что за последние 2 года ты что-то для себя вот это обрел, и это твой новый опыт? Но вообще у меня все творчество строится на том, что я получаю новый опыт. Как только я перестаю его получать, я начинаю думать, так, где бы получить еще новый опыт? Потому что в этом и весь смысл. И поскольку я очень много импровизирую, эти импровизации, они же на чем-то должны строиться, на каких-то впечатлениях. И эти впечатления лучше, чтобы были всегда какие-то свежие. У меня как бы есть представление о том, какой вот сейчас будет концерт, но на самом деле я даже не представляю, что там будет. В конце 2022 года, честно признаюсь, с моей подачи в российских СМИ вышла новость про то, что российские музыканты Евгений Горбунов и Сергей Храмцевич задержаны в бельгийской тюрьме. Расскажи про эту историю и расскажи про концерт, который вы там давали, что вы там играли. Что мы там играли? Да, это было невероятное приключение. Вот Юра не даст соврать. И, ну да, я очень сильно офигел, конечно. С меня сошло 7 потов в этом отделении полиции в аэропорту. Я такой, как с нами могло такое произойти? Ну, какой ужас. Что же это такое? Сволочи какие, что же они делают? Вот. А потом я понял, что это на самом деле был очень классный опыт. Да и, наверное, и поинтереснее, чем этот фестиваль. Потому что там, вот где фестиваль, это там. Какие там прекрасные колумбийцы были, какие иранцы. Вот, просто супер тусовка. Даже и албанцы, которые
носили исключительно спортивные костюмы и играли в карты, и вообще как бы отказывались нормально коммуницировать, они и то были прикольные. Вот, и, в общем, это огромное количество, в 2 раза больше, чем вмещает этот центр по стандартам, людей, которые, в принципе, вот я бы им вообще дал безвиз везде. И почему-то вот не понравились они кому-то. Нет, ну кто-то там, конечно, оказался по своей воле, потому что это как бы транзитный пункт перед получением, например, статуса беженца. Вот, но мы-то вроде никуда не бежали. У нас и билеты обратные были. В общем, сволочи. Вот. Ну и что, значит, что мы там делали? Мы играли в Уно, мы гуляли. Я читал Алексея Толстого, потому что я нашел книжку в библиотеке. Вы там посидели больше недели? Не, мы в итоге там дней 5 потусили. В отличие от Юрца. Юра, сколько ты там провел? 2 месяца. Да ладно, прям-таки 2. Октябрь, ноябрь полностью. Жесть. Сколько погоды не знал. Да, вот это я не знал, нифига себе. Да, мы приходим туда, и Юру попросили нас встретить, потому что он русский. И Юра такой: здравствуйте, ребята, а я здесь уже 40 дней. И мы такие: ё-моё, ну что же это такое, Вот. Ну, в общем, это вот система, конечно, она такая вся улыбчивая, приветливая, ну, потому что, ну, а как, Европа, но при этом работает она хреново. Люди, которые пытались улететь домой, которых должны были депортировать, они не улетали, потому что то кто-то забыл с ментами договориться о том, чтобы их конвоировали до самолета, то кто-то просто забыл заблокировать билеты, то еще что-то. И, в общем, пока ты сам себе не покупаешь билет, ничего не происходит. Вот. Ну, как бы и грустно, и весело одновременно. Вы там вместе с инструментами находились? Ну, как бы инструменты были, но они были нам недоступны, потому что я отлетел без гитары. Я ее вообще редко с собой вожу, потому что зачем плодить эти гитары? В любом месте есть очень много гитар. Вот. Ну ладно, тут вот Андрей с гитарой приехал, ну потому что у него особенная гитара, а у меня обычная. Вот. И что, играли мы на каком-то говне. Ну как, Сереж-то играл на саксофоне, у него вот все нормально звучит. Вот он был с саксофоном. Да, он был с саксофоном. А я играл на какой-то нейлонке, которую пришлось подзвучить микрофоном. Это было почти бессмысленно, но все-таки. Ну, мы что-то поиграли, албанцам не понравилось. Они ушли дальше играть в карты. Они играли в карты, и они специально играли еще шумнее, чтобы выказать свое недовольство вообще происходящим. Вот. Но концерт состоялся. Это было важно, как бы наша манифестация некой внутренней свободы. Вопрос к тебе как к автору альбома «Экономика». Как сейчас строится твоя экономика? На что ты живешь? Я пишу музыку для рекламы. Вот, или для мероприятий. Недавно я писал музыку для выставки арабских скакунов. Там такое Дубай. Финальное шоу. Ну да, в Эмиратах. Там финальное шоу. Надо писать музыку довольно-таки арабскую. В общем, полный кайф. Слушай, интересно, почему обратились именно к тебе? Как они на тебя вышли? Ну, как? Ну, это все знакомые знакомых, как это обычно и бывает. Социальный капитал в этом плане гораздо мощнее, чем любой другой. Любые накопления. Как бы, когда у тебя есть друг, у которого ты можешь занять денег, это гораздо ценнее, чем когда ты отложил эти деньги. Все равно потратишь, блин, а так не потратишь лишний раз. Вот. Не знаю.
У меня вообще очень плохо с финансовой грамотностью. Вот. Ну, как-то выживаю. Уже лет сколько? Уже лет 16 я нигде не работаю. И в какие-то моменты я вообще не понимаю, где я доставал деньги, когда вот в Москве еще только начинал играть музыку. Вот, но, по крайней мере, там можно было на концертах что-то получить. А сейчас как бы, мало кто платит. В той самой книге про как достичь успеха в музыкальном бизнесе, в тех комментариях, которые ты писал, было отмечено, что есть, безусловно, определенная специфика у туров по России. То есть там всякие убитые комбики, не всегда ответственные менеджеры, которые это все организовывают. А вот когда ты за рубежом играешь, это отличается? На самом деле все то же самое. Все зависит от того, что это за площадка и вообще какого ты уровня артист. Но прикол в том, что в Европе, например, это как-то порасслабленнее все выглядит. И там, например, может очень плохо выглядеть оборудование, но при этом оно очень хорошо звучит. Типа набрали какого-то непонятного барахла, но оно как-то друг с другом очень классно работает. Вот. И человек, который работает в этом клубе, например, который техник, он очень хорошо знает, что это такое и как сделать нормально. Вот. И это чаще, конечно, так. А в России просто музыка, несмотря на то, что как бы есть какой-то нормальный рынок, и даже нишевые артисты могут получать деньги, и неплохие вполне, которых хватит на жизнь. Но в принципе, музыка воспринимается как очень депрессивная какая-то штука, потому что это, типа, никому не надо, это сложно, поди докажи, что ты не верблюд и все такое. Вот, и поэтому очень многие, кто работает в клубах, они работают там не потому, что им нравится работать в клубе, а потому что просто они не придумали, чем еще заняться, а тут вот их позвали, не знаю, порулить звук. Ты получил израильский паспорт на новую фамилию. Ну, да. Но она, наоборот, гораздо старше. Вот, расскажи об этом, да. Да, но это фамилия моего прадеда, который был репрессирован и расстрелян, конечно же, в 1937 году. Вот, я подумал, что, ну, классно взять просто его фамилию. Причем я хотел взять целиком, у него фамилия была Алей Шмуклер. Но мне сказали, что вот эта приставка «Алей», ее все равно напишут как «Али», потому что так устроен иврит. И типа нафига вам эти арабские отсылки? Я такой подумал, ну да, как-то странно. Но сейчас я думаю, что можно было и оставить. Но с другой стороны, так лаконичнее. Шмуклер. Правда, я потом узнал, что шмук на иврите хуй. Стало еще гораздо приятнее. Слушай, ну Шмуклер это разве не портной? Ну, это что-то в таком духе. Это какой-то чувак, который занимался шнурками, какими-то веревками, что-то такое. Потом в Германии это вообще какой-то ювелир. Вроде как. Еще это как-то было связано с бижутерией, по-моему. Ну, в общем... Бижутерия тоже можно сказать. Типа, какая-то хуйня. Ну, в общем. Ты сейчас себя ощущаешь больше Горбуновым или больше Шмуклером? Я уж сам не понимаю. Просто даже не знаю. Ну, по документам я чаще фигурирую как Горбунов. По всяким рабочим договорам и прочему. Так что, не знаю. Имеет ли это значение? Как себя сейчас чувствует твой лейбл Incompetence Records? Да, лейбл переходит постепенно в новую фазу. Мы сейчас объединяемся с Aesthetic Joys, вот, с их мощностями.
и даже будем, скорее всего, регистрировать лейбл в Ереване. У нас будет армянский лейбл теперь. Вот, посмотрим, к чему это приведет. Ну, типа, больше будет возможности делать шоу-кейсы выездные, всякие приколы, заниматься релизами нормально, потому что я это все делал один, понятно, у меня сил на это не хватало, и все немножко как попало получалось. А это обидно, потому что материал-то золотой. Вот, поэтому надо как-то двигаться дальше, надо как-то прогрессировать, не только в плане маразма. Если человек вот сейчас, вот прям в данный момент хочет выпуститься на Incompetence Records или выступить на каком-то там шоу-кейсе в вашем будущем, куда ему писать, как ему до тебя достучаться? Блин, ну вот проблема в том, что почту лейбла выложили на сайте Института музыкальных инициатив, и теперь мне присылают демки чуть ли не Z-певицы какие-то просто. Вообще, это очень, как бы, абсолютно индифферентные люди, которые, понятное дело, ни разу не слушали, что же мы там выпускаем. Они просто написали всем. И такие, мы очень хотим именно на ваш лейбл. Я такой, ну, конечно, ваш трэп нам абсолютно подходит, да. Ну, в общем, у нас очень специфический лейбл, как ты знаешь. И чтобы достучаться, нужно, во-первых, показать, что ты вообще врубаешься, куда ты пишешь. Потому что мне хватает, на самом деле, посмотреть на название трека, чтобы понять, что он мне не подходит. Потому что очень многие люди, которые одержимые идеей стать популярными, знаменитыми музыкантами, они очень шаблонно мыслят. И они поэтому, у них есть какой-то свой стиль называния песен. Это сразу угадывать. А вот когда ты видишь неочевидное какое-то название, уже такой, так, надо послушать. Ну и иногда это что-то, правда, интересное, просто немножко не в тему бывает. Вот, а иногда в тему вполне. Так, вот мне, например, доктор Лазер написал. Но я это его знал, да и он меня знал. Но тем не менее. Как называется... Могло и не понравиться. Как называются треки Z-певиц, которые тебе пишут? Вот была песня, значит, «Дождусь». Так. Ну, понятно, да? Да. Вот. Там что-то было, вот, будет страшно, я дождусь. И мы с Димой Мидборном придумали: пиво налью тебе, жатецкий гусь. Ну, и сразу product placement, в принципе, и сразу пошло. И какая добрая такая, да, нормализация пиздеца. Вот, ну, короче, не знаю. Так не хочется все это слушать, но иногда приходится, потому что, ну, а как не послушать? Ну, вот надо же как-то понять, что там. Но, знаешь, я заметил одну особенность патриотической музыки. Они все любят использовать гитару, которая вот так вот вешает квинты такая на заднем плане. Это некий символ маскулинности такой самоотверженной мужской энергии. Вот. Так что, да. Смотри, NRKTK — это был такой безумный достаточно проект, там, диско-панк, что-то в этом роде. Потом ГШ и Глиншейк — это был там шугейз, авангард. Ну, шугейза там особо не было. Ну, ладно. Нет, ну, когда, подожди, альбом Глиншейк был. Чуть-чуть был. Да, хорошо. Я подвожу это к тому, что «Интурист» — это, ну, на мой взгляд, такая эстетика 80-х, причем именно таких советских 80-х. Ты согласен с этим определением? Не, ну у нас просто не было других 80-х, согласись. Да, безусловно. Но они как бы были в мире, но ты решил, как бы это сказать, не обязательно ориентироваться, но как-то вот что-то брать, какую-то энергетику из... Что из этого следует? Вопрос на самом деле очень простой. Почему ты вот в творчестве «Интуриста» ориентируешься на, условно говоря, там, звуки му, авиацентр? Что ты в этой музыке для себя видишь?
Ну, на самом деле, я на нее чуть-чуть ориентировался когда-то, а теперь уже вообще не ориентируюсь. Но на что я ориентируюсь, так это на всякие советские телепередачи или ранние постсоветские всякие приколы. Потому что это телевещание, оно было просто верхом какой-то иррациональности и дикости. И это очень круто. Потому что никто не стеснялся, там, не знаю, показать детям мультфильм про Кришну. Как бы я не то, чтобы за то, чтобы все дико любили Кришну, но как бы никто не боялся просто, что дети все такие станут кришнаитами. Понятно, никто не стал кришнаитами, потому что это нонсенс. Вот. А потом, там, не знаю, какие-то фильмы шли в эфире очень странные, как бы. Вот телевидение, да, вот это на меня повлияло. А группы, это уже так, побочка того вот странного иррационального времени. Просто понятное дело, что мне оно нравится, потому что оно не имеет ничего общего с современной Россией, во-первых. Во-вторых, оно очень психоделично, в том числе из-за картинки самой вот этой телевизионной и вот этого звука. Все это имеет какое-то... все это передает какое-то ощущение другой реальности абсолютно. И мне нравится создавать с помощью звука тоже как бы отстраненность какую-то, что это не твой какой-то кореш играет на гитаре и поет вот тебе искреннюю песню, а это что-то где-то, куда тебе вообще никогда не добраться. Это что-то оттуда. В этом плане отсылки к прошлому и лоу-фай всякие, это как раз способ выстроить стену между тобой и слушателем. Как бы все пытаются эту стену, наоборот, убрать, но на самом деле выстраивают. А я ее пытаюсь выстроить, а на самом деле она сама постепенно растворяется, когда ты погружаешься глубже. Вот. Такой вот прикол. Тебе нравилась программа «Убана»? Да, конечно. Это же абсолютная дичь просто. Помнишь какие-нибудь гэги оттуда? Не особо, но я помню, что там как-то первый выпуск меня вообще потряс до глубины души, когда я его пересмотрел в сознательном возрасте. Как они все это придумали вообще? Но это вот... мне нравится, что люди использовали магию телевидения. Как бы... Но я вообще фанат... Вот чей я точно фанат, так это Ворошилова. Угу. Вот чувак вообще понимал, что делает. Но, абсолютно. Наверное, не только в рамках «Что, где, когда», а еще и... Ну, в принципе, да, он был интересный персонаж. Я смотрел про него документалку, про то, как он работал и что он делал до «Что, где, когда». И, блин, ну как он придумал вот «Что, где, когда», это же его просто плод гениального разума абсолютно. И 90-вские эфиры, я их иногда смотрю и просто поражаюсь, как это сделано. Это уникально и атмосферно, это безумно. И как бы те несчастные знатоки, которые даже не очень понимают, куда они попали, в какую мистерию они ввязались. Ведь он же специально делал конфликтные ситуации, создавал, чтобы все время держать всех в напряжении. И как бы бедные чуваки там. Ну и сама атмосфера, на самом деле, когда ты, мне кажется, из советского или постсоветского сознания вот это смотришь, и там такое впечатление, что это в каком-то черном шалмане все происходит. Сейчас еще карлик затанцует там вот, да. А там иногда Шафутинский танцевал. Почти как бы. Почти, да. В общем, вот телевизор старый, вот эта тема. Понятное дело, что группы тоже хорошие, но мне кажется, что музыке лучше вдохновляться не музыкой. Вот. Что оно так интереснее получается. Сейчас будет пара связанных с этим вопросов. Мне очень понравился твой альбом «Незнакомка», который как раз является такой имитацией, не знаю, радиошоу или пластинки вот этой вот старой, да. Но вот вслед за «Незнакомкой» ты выпустил альбом «Off Season»,
про который ты говорил, что это вроде как продолжение незнакомки, но только без текста. Какое-то похожее у тебя было определение. Не, ну просто я написал кучу классной музыки, и она за текстом немножко терялась. И я подумал, что если музыку вывести на передний план, вместо каких-то вербальных штук начинают работать именно интонации музыкальные. И получается такой звуковой театр. Как бы, и сюжет там совершенно другой выстраивается, если ты слушаешь его как нарратив. И он имеет просто свою какую-то историю абсолютно, вот этот звуковой ландшафт. Ну и плюс я туда наконец-то поставил треки, которые были тоже в то же время записаны, но в незнакомку не вошли. Вот, и сейчас я собираю в таком же духе альбом, но сделанный из кассетных джемов. Я купил на блошином рынке синтезатор, на котором я сегодня буду играть. Покажешь. Да. Еще я купил деку кассетную и кучу кассет. Вот, и я еще другие инструменты подключал и джемил просто прямо на кассету. Вот. Давно хотел так поделать, но думал, блин, какой-то 2009, а сейчас как бы всем уже пофигу. Вообще 9-й, 10-й, да хоть 15-й вообще. Тренды больше не работают, потому что вот что хочешь, то и тренд. Вот. Поэтому я дал себе волю и записал 10 часов звука, из которых выбрал час, отредактировал, и вот сейчас жду мастеринг. Расскажи немножко про свой сетап, с которым ты сегодня... Так, на сегодня главная деталь моего лайва сегодня — это синтезатор, купленный на Пиш-Пишиме, на знаменитом блошином рынке в Яфо. Вот. Тут есть звук и флейты, звук трубы, звуки разных каких-то клавесинов, какая-то скрипка. Ты его увидел, сразу в него влюбился или как? Я вообще очень люблю дешевые старые синтезаторы, потому что они каждый звучат по-своему. Конечно, классно, когда с модульными синтами разбираешься, там ковыряешься, ручки крутишь, но тут уже даже крутить ничего не надо. Все уже сделано, чтобы просто... Еще здесь есть секция, которая позволяет тебе самому какой-то FM-синтез производить минимальный. Вот разные формы волны. Ну, кстати, прикольно, да. Изменяешь волну, да? Глубину. Разложение, так, дикей, ага. Также здесь, конечно же, есть секция барабанов, где вот. Это почти как синтезатор, на котором Гориллы списали этот самый Клинт Иствуд, да? Их еще можно доигрывать, типа. Сейчас тут надо что-то нажать, чтобы оно... Короче, их можно как-то вот здесь доигрывать, но надо что-то нажать. Вот. Вот, видишь, он запомнил. Ага, да, вообще супер. Но единственное, нельзя с нуля паттерн сделать. Но как бы должны же быть какие-то ограничения. Было бы здорово, если бы хотя бы вот на этих 3-4 барабанчиках можно было что-то наиграть, но даже на 5, вот еще бочка тут есть. Но тут она сейчас не активная, только вот так. Вот эта бочка. В общем, да, такая штука. Ну, классно. Вообще класс. Вот, и Волька, именно Леша, и дилейчик. Все идет сюда, отсюда сюда, в дилей, и посылается в лупер, чтобы можно было делать петли из всего этого. Ну и микрофон еще я воткнул. Возвращаясь к незнакомке. Песня «Ничего не знать». Она была написана по, скажем так, на волне
событий, которые происходили в 2022 году, или просто совпало, так что она слушается, как будто бы это ответ на то, что с чем нам всем пришлось столкнуться? Там вообще ситуация совпала, она довольно часто происходила. Потому что, в принципе, любая депрессивная музыка подходит. Да, на самом деле, это у меня был концерт в Пауэрхаусе, где я просто выступал один, я просто почти 2 часа импровил. И я наимпровил вот эту песню, и, именно припев. И еще какие-то песни были. Этот объективность тоже я наимпровил, только в випе на шоу-кейсе лейбла. В общем, это просто оно само. А потом война началась. То есть наимпровизировал ты до того? Ну да. А ты вот, кстати, между прочим, интересный момент, когда ты, очевидно, что многие твои вещи рождаются из импровизационных джемов, но ты их потом как-то вот дорабатываешь, текст пишешь какой-то... Когда как, скажем так. иногда пишу, да. А иногда текст сам получился уже вот как получился. Как песня «О чем ты мне говорил вчера». Это просто импров в магазине Dig. И я прям взял весь текст, который там получился, что-то убрал просто, что-то чуть-чуть поменял. Ребята, привет. И все. И вот тебе и песня. Ничего особо не меняешь, просто тоже как собралось. Вот спрошу еще про свою самую любимую песню с первого альбома «Интуриста», собственно говоря, которую мы с тобой обсуждали, «Много недовольных». Ты ее вот как бы наимпровизировал, или ты просто все-таки сознательно как-то текст написал? Тоже. Не, понимаешь, тексты, в принципе, сознательно уже не пишутся. Только когда отключаешь мозг, текст нормально идет. Вот как-то так. Но если включаешь, то тоже нормально, но другое совершенно. Вот когда включаешь ГШ, получается, а когда выключаешь интурист. Процитирую тебя и попрошу тебя немножко разъяснить. Когда ты писал дополнительный текст к альбому Off Season, ты написал, что альбом, соответственно, без текстов, вообще полностью инструментальный. Ты написал: такое уж время теперь, слишком много воплей со всех сторон. Почему ты считаешь, что твои песни могли бы лечь в ряд каких-то воплей? Нет, конечно, это я так уже поиздевался просто. Потому что было очень много каких-то митингов, и они были довольно бессмысленные, потому что люди, которые выходят с толпой что-то прокламировать, при этом они не живут в регионе, про который они говорят, все эти палестинские приколы. Просто, не верю людям, которые там не пожили, на Ближнем Востоке. Надо соображать, что ты орешь. Это сильно сложнее вопрос. Я не поддерживаю насилие ни с той, ни с другой стороны. Но мне также неприятно абсолютно, когда просто какой-то фон абсолютно лишний появляется, который ни к чему не приводит, кроме какого-то раздражения всех людей, которые это видят. Это не знаю, не решение вообще. Не знаю, переведите деньги пострадавшим, не знаю, помогите гуманитарную помощь в Газу отправить. Что вы орете? Как ты относишься к тому, что Massive Attack сейчас выпустили диск специально в поддержку Палестины? Нормально, отлично. Выпустили диск, супер. Прекрасно. Люди сделали что-то. Это же великолепно. Ты бы хотел отыграть в России в ближайшее время? Хороший вопрос. Не знаю, мне что-то пока не тянет. Мне нравится накапливать этот стаж не пребывания там, потому что это прикольно. Не знаю, просто какой-то личный прикол.
Ну, не, как бы сыграть-то было бы классно, потому что там очень много людей, которые не могут выехать по ряду причин, вот. Или не хотят, почему бы нет, вот. Но как будто слишком просто, типа, как будто неинтересно так. У тебя нет никаких факторов, которые бы сейчас тебя ограничивали? Сейчас, знаешь, у многих есть там статусы, списки и так далее. Я не знаю, я не хочу проверять. Ты, когда последние списки обнародовали, ты там не искал себя? Не искал, но еще неохота идти в Федеральную миграционную службу и говорить о том, что у меня есть израильское гражданство. А меня как бы обязывают это делать, если я приезжаю. Вот, что-то так лень. У тебя есть какой-нибудь совет или пожелание российским музыкантам, которые там сейчас находятся? Совет, наверное, такой. Можно делать все, что угодно. Полная творческая свобода. Не обязательно думать о рынке, когда занимаешься музыкой. Наоборот, рынок подстраивается под что-то интересное и новое, под что-то необычное и безумное, и под что-то странное, что на первый взгляд кажется вообще непродаваемым и никому не нужным. Вообще надо забить на это все и делать то, что нравится. Окей. Я уверен, что у многих это не получится, потому что они скажут, что свобода высказывания в России не очень. Не, свобода она внутри. Надо высказываться другими доступными способами. Наоборот, это ограничение, которое рождает какие-то новые смыслы. Почему в России столько абстрактных текстов пишется? Потому что все время что-то было нельзя. Нормально, интересно. Прямые высказывания — это не про искусство, это довольно пошло.